Джулия, здравствуй. Привет, Геннадий. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем предложить вам персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографий. Сегодня Джулия войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. Джулия, прими удобное положение для твоего тела и расслабляйся. А теперь я посчитаю от 1 до 3. Джулия, ты подключишься ко всей информации, которая связана с Агартхой. 1, 2, 3. Так, подключилась. Да. А теперь на счете 3 ты мне скажешь, где в твоем энергетическом теле рождается вибрация от слова Агартха. 1, 2, 3. Между сердцем и горлом. Между сердцем и горлом. Что это за вибрация? Что-то, что я знаю, но никак не могу помнить. Это нечто, что заархивировано в этом месте, Закрыто. закрыто. Где находится этот ключ? На счете 3 тебе придет информация. 1, 2, 3. В моем будхиальном теле. Мгм. Какой архетипический символ проявляется как ключ к этим знаниям? Какая-то стела. Хрустальная, светлая. Которая соединяет. Ее нужно сюда Изначально. поднести к этому Это месту. просто с ней соединиться надо. Хорошо, на счете 3 соединись с этим ключом. 1, 2, 3. Какое-то темное пространство вокруг. Что это за пространство? Пространство иллюзий. И закрытое знание, которые за 9 печатями. Иллюзии налаживается для того, чтобы не найти истину. Налаживается или накладываются? Накладывается. Мгм, Ложится, м, накладывается. мгм. Джулия, на счете 3 снимаем все маски, все голограммы, все иллюзии. 1, 2, 3. Теперь скажи мне, мы можем общаться с хранителем знаний или с самим знанием? С хранителем знаний.
Хорошо. Что является проводником? Свет, звук или чистое знание? Вибрации. Так это вибрации из какого вибрационной области? Из света или звука? Он высокочастотный? Звук. Звук. Мгм. На какой линии времени нужно фокусироваться? Прошлое и будущее, вневременное, чтобы получить доступ к этим знаниям. Там, где ты знания, там нету времени. Мгм. Там оно всегда было, есть и будет. Это как свет. Оно есть, только надо его найти. Джулия, я могу также подключиться к этому пространству. Да, На счете 3 я подключаюсь к этому пространству. Один, два, три. да, ты рядом. А теперь, а теперь на 3 ты мне скажешь, какой основной вибрационный принцип этого пространства? Один, два, три. Если по цифрам не идет 149 Гц. Человеческое сегодняшнее там не выдержало бы. Мгм. Но будущее человечества поднимется еще выше. Это какой-то аналог частоты Шумана? Ну да, для того, чтобы понять, как это все есть, вам нужны рамки. Вот я использовал рамки для того, чтобы понять. Мы Потому можем что свои вибрации сейчас поднять до этого уровня, свои собственные, зачем? чтобы считать информацию более правильно. А вы можете считывать этими вибрациями, которые у вас есть. Те вибрации, которые там, вы их просто не сможете считать. Они вам будут как непонятное звучание. Хорошо, мы считаем информацию с этого пространства, которая нам доступна в той мере, в том объеме, который мы сможем ассимилировать. На счете 3. Один, два, три. То есть, Процесс завершился. да, Мгм. это автоматически все идет. Хорошо. Опиши природу источника мудрости. Это библиотека, кристалл, поле. Что это? Или нечто другое? Это поле, до которого определенные
субстанция может подняться. Оно расширяется и поднимается, но изначально должно быть активация этого поля у существа, который будет принимать мудрость. Если взять, я говорю человек, но это не то, это другая субстанция. Это гуманоидное, но высокоразвитое. Но не у каждого есть мудрость, как и здесь и сейчас у человека. Не у каждого она есть. Это тоже по вибрациям и опыту души, которая проходит определенный опыт. Существует ли там понятие иерархии? Да, для того, чтобы система продвигалась, расширялась, субстанции. Почему мне говорят субстанции? Те, которые там живут, они должны занимать определенные места в определенных положениях. То есть мудрость руководит, а подчиненность подчиняется. Инженер и архитектор занимается творчеством и придумывает новые процессы и новые системы. То есть каждый занимается тем, что у них лучше получается, но есть иерархия, кто кому подчиняется. Все равно это без этого есть анархия. И даже если кто-то будет доказывать, что все равны, тогда нет, процесс останавливается. На чем основывается вот эта иерархия? На мудрости, На мудрость, а на на мудрость. свет, на силу. Сила нет, свет да. Сила, она и есть мудрость. В нашем человеческом понятии сила — это деньги, это власть, это богатство, это манипуляция кем-то. То есть мы Это сила. разделяем эти понятия, но они все содержатся в мудрости, как Да, единое понятие. абсолютно. Да, Каков главный закон, который постигает все в Агартхе? не навреди. Мгм. Что бы ты ни делал, чем ты ни занимался, не навреди. Агартха — это убежище или активный источник
Влияние на мир. Я бы не сказала, что убежище. Я бы не сказала, что Влияет на мир. влияет на мир тоже. Это между тем и тем. Это все-таки активный источник. Это активный источник, который он дает программы, но сказать, что оно стопроцентно влияет, нет, потому что идет искажение, идет как вирусные программы, которые искажаются. Мгм. И это влияние тоже меняется и уже меняет свой изначальный посыл. Да. Какова роль звука и вибрации, сакральных слогов или мантр в этом пространстве? А это все, это через вибрации звук э, происходит творчество. Оно, ты, наверное, видел, как показывает, как э, на Да, видел. барабан такой делает, вот мне показывает песок, и Мгм. через звук получается геометрия. Мгм. Вот там она очень, вот эта сакральная геометрия, на которой которая и рождается благодаря звуку, и потом она переплощается в материю. Очень тяжело это понять нашим физическим трехмерным разумом, Мгм. но там тонкое и тонкое переходит в физику, и Мгм. физика переходит в тонкое, как бы то же самое мгновение. Там, если так стоять и смотреть, это магия на каждом шагу. А для них это высокие вибрации, когда миры соединяются. Они, границы между ними почти исчезают. Мы считали с тобой вот эти знания о звуках, о вибрации с этого пространства при считывании информации. Тогда Да. мне идет такое ощущение, вот у меня внутри все вибрирует, вот Мгм. все сердце, вся анахата, у меня идет ощущение, что активация идет всегда. Вот как только находишь ключ, она сразу запускается внутрь. Оно у нас запустилось. Да, но очень, если по сравнению, как открыть кран и начинают капельки только заходить. Мгм. Осторожно, медленно, Мгм. Хорошо. равномерно. Является ли Шамбала частью Агартхи? Что тебе идет? Шамбала мне идет как искажение. Это уже идет, когда я проговорила про вирус, который искажает истинную вибрацию. Там идет какое-то переформатирование. Ой, Это ее противоположность я бы сказала, да. или иной Но центр?
я бы сказала, противоположность для того, чтобы вот я когда синхронизируюсь на Шамбалу, она идет как другая сторона, и вот от нее и идет первоначальная вибрация Агарты, и вот потому чувствуется эта возвышенность и свет и мудрость, но изначальная, но когда через нее проходит, вот идет уже переформатирование, но изначально мы чувствуем ту истину, истинный свет, истину... Извини, ой, что-то со мной. Ой, там так неприятно, что-то там. Все, отключилась. Что переформатирует? Э, Те вибрации, которые я проговорила, э, звук, вибрации, они проходят через фильтр, называемый Шамбалой. И вот там искажение идет. Мы еще чувствуем изначальную информацию от Агарты. Вот потому мы чувствуем, что это что-то свое, родное, но переходит уже с отравлением. Ты знаешь, вот как показывает, вот говорит Млечный Путь, да, а идет как серпентин, как змея, и мы не чувствуем яда, и мы принимаем как молоко, а там уже яд есть. Я не знаю, почему мне так сказали, просто вот передала. Какой знак у Шамбалы? Плюс или минус? А там и плюс, и минус, это как магнит. С одним знаком он бы не работал. А тут каждый получает и находит то, что он ищет. Если приходишь с плюсом, подтягиваешь минус, а если приходишь с минусом, подтягиваешь плюс. И все равно находишь отклик внутри. Да. Кто представляет собой голос или сущность Агартхи сейчас? Идет такое ощущение, что там все заморожено до лучших времен. Как знаешь, в музее за, закрыто, забальзамировано. Там тоже как-то захват произошел. И оно уже не работает так, как оно работало. Если, если для человеческого понятия был огромный костер, его залили водой, и оно вот такое вот стоит. При... Сейчас скажу. Опять интересно так, потому что времени там как бы и нету. Вот если поднимаешься в какое-то пространство, там все идет и процветает, и там как бы ничего не останавливается, но спускаешься
по какой-то временной петле, где вот я нахожусь здесь и сейчас, смотря, вот выходя из Шамбалы, да, и вот просматривая, там как бы все темно и холодно. Она сохранена в своем изначальном облике там высоко, там, где информационное высокое пространство. А тут поближе к земле оно все А где это пространство находится? там. Ты знаешь, мне такое идет, что наша Земля, она как вот где мы здесь находимся, здесь и сейчас, в каком-то промежутке времени, где все приостановлено, как законсервированное. Вот проходим какой-то опыт, ну вот я бы сказала, опять за каким-то куполом, а все истинное осталось там. Вот надо только из-под этого купола подняться, и мы уже в другом пространстве, там все свободное и все без вируса. Да, Как, это мерность мгм, другая, да, это другая мерность. как там выглядит процесс обучения или передачи знаний? С удовольствием. Молодые души, новые души, старые души приходят на обучение. Ты знаешь, у меня такое ощущение, чтобы для того, чтобы набрать какой-то опыт и спускаться в такие мерности, как Земля или в другие пространства, чтобы использовать то, что они уже знают, набирает опыт для того, чтобы раскрыться в других пространствах, даже осозная, что в этих пространствах у них будет полно закрытое знание, полностью закрытые возможности. Они все равно, потому что там эти знания использовать очень легко. Там все открыто, там все работает для того, чтобы ты раскрывался. А ты учишься, но развиваться очень можно только при условиях, когда тебе мешает. Чтобы закалить свой дух, тебе надо пойти другие испытания. Вот на это, и мне кажется, это идет как какая-то программа, которую записывает им для того, чтобы им хотелось себя э, вот испробовать. Это уже идет какая-то вот программа, чтобы, потому что по-хорошему никто бы не пошел, Мгм. не спускался вот в эти миры. Это вот вся такая интересная игра, программа, когда тебя записывает, что ты должен куда-то идти, ты должен просматривать, ты должен продвигаться и возвратиться уже с новым опытом и делиться.
Да. Да, возвращаясь к твоему вопросу, там в школах все направлено на, э, дух сути, как, на что она способна, какой опыт она должна пройти, что она хочет пройти Мгм. изначально. И она сама выбирает все, потому что там все есть только по выбору, и все подстраивается под душу, под сущность эту. Да. Существуют ли среди людей их проводники или эмиссары, сагартхи? Да, есть, но почти у всех память закрыта. То есть они Э, не осознают свою. Еще нет, еще не Мгм. осознает, еще не осознает, но Какова их основная технология творения и проявления? то есть как они рождаются, ты имеешь в виду? Или Как они вообще, как они творят, как они... а я, помнишь, тебе рассказывала, что у них, в тонком мире и в материи вот оно как-то сливается в одно. Легко То есть переходят из одного в другое. по созданному образу, Да, модели. мгм, да. Вот как я проговорила этот звук, да, который, делает, сакральную геометрию, Мгм. и потом может эту сакральную вот эту звуком сделанную геометрическую форму, э, на физику переложить. Нам как-то тяжело это понять, но вот знаешь, как иллюзионисты показывает что-то, вот тут не было, а тут есть, а там это все идет из эфира, наверное, Мгм. да, эфирное. Как они... Наши Мгм. потерянные технологии. Вот мне идет, у вас такое было, потерянные технологии, которые у вас тоже были, и вы их знаете. Только все закрыто, и тяжело это вспомнить. Это кажется нереально, потому что наше сознание, наш ум воспринимает только то, что мы видим Мгм. глазами или чувствуем руками или запах чувствуем. А то, что у нас никогда не было, нам тяжело это принять. Это мы принимаем как иллюзию. Да, Как они управляют пространством и временем? а времени там нету. Там время, там есть время, но оно продлевается очень долго. Если бы зайти туда, можно, вот я могу пробыть там 5 минут, а тут, наверное, пройдут 100 лет на Земле. Все очень быстро. Там у них одно мгновение, а у нас тут годы проходят. Вот потому мне и кажется, с моего взгляда, что там нету времени. Там есть, но оно очень медленное. Там все очень медленно идет. Перемещение в пространстве. Да. Как осуществляется? Мыслями. Вот подумал и уже там. Да, телепатия такая, телепортация, да. Защищена ли Агартха от низкочастотных вторжений? Опять есть временные
рамки. Мгм. И помнишь, я проговаривала здесь и сейчас, если просматривать через вот эту Шамбалу пройти, там как бы она не защищена вообще. Там как бы. А там, где она наверху есть, там она защищена. Это опять по вибрациям. Тут, понимаешь, там нету такой как бы одной физики. Там есть все везде и в одно время. Если взять для примера, как вот наша история, которую мы знаем про Землю, да, ну даже взять последние 200 лет, которые как бы мы знаем, что случилось, и вот всю эту историю вложить в одну какую-то вот временную рамку, все вместе, вот Мгм. так. Но также все раздельно. Как бы тяжело это понять и принять, но у них вот так и есть. Все происходит в одно время. Какую роль играют стихии? Огня, воды, воздуха, земли, эфира в их мире? Про эфир я уже проговорила, Мгм. а со стихиями мне такое идет осознание, что они даже видят вот этих всех элементалей. Огонь, свет, огонь как вот свет, вода. Каждую частицу они могут Мгм. просмотреть. Если мы на физике, вот вода течет, это одно единая жидкость, а там есть и лед, и пар, и вода, и все в одном. Вот как это так может быть, но все в едином, и потому что вот эта мерность, она все разделяет и соединяет в то же самое время. Для нас вот как-то очень все или одно, или другое, а там все в одно время. Все единое, там нету разделения, да. Какой самый мощный символ Агартхи уже присутствует в нашем коллективном поле? Телепатия. Первое, что идет, телепатия. Символ. Телепатическая символ, окей. Это символ. Я Ты спрашиваю, спро Мгм. какой самый мощный символ Агартхи уже присутствует в нашем коллективном поле? Очень интересно. Мне показывают птицу Феникс, как из сказки. Как символ трансформации? Мгм. Да, наверно. Благодарю, потому что смотрю и да. Кто из учителей человечества был самым ясным проводником ее энергии? Мне идет Радомир. Почему Радомир? Первое, что пришло. Щас. Всё, мне идет самый главный он. Мгм. Где на планете находятся энергетические порталы связи?
Я пытаюсь просмотреть, у меня такое ощущение, пока все закрыто, пока все Или везде может открыться, может быть. пока, пока ее закрывают всеми возможными способами. Вот мне даже идет такое, там, где самые большие блокировки идет, как химтрейлы, там, где идет самые большие крово, вот войны, там надо и смотреть, потому что они пытаются эти места за, за- загрязнять человеческим горем и непринятием друг друга, злостью, обидами. И это закрывается еще одним замком, еще одним замком. Это не просто так выбираются места, где происходят постоянные военные стычки. Это не просто так. Это энергетические места, через которые может Земля пробудиться. Да. Какое основное послание или предупреждение для человечества сейчас актуально? Перестать бояться, перестать воевать, перестать ругаться, соединяться изначально в семье, восстанавливать семейные ячейки, потому что только в сильной и здоровой семье может вновь родиться сильное потомство, которые будут держать энергию Земли. Все начинается со семьи. И когда будет сильная семья, сильная женщина поддерживает сильного мужчину. И сильный мужчина смотрит и защищает мудрую женщину. Тогда все возвращается понемножку в круги своя. Но пока нету силы и гармонии изначальной ячейки, тяжело что-то восстановить. И потому Земля и проходит огромнейшие чистки для того, чтобы избавиться от раковых клеток, которые уже настолько занизили вибрацию Земли, что или она умирает, или она воскресает. И от каждого зависит, как этот процесс будет продолжаться. Какое одно простое действие или изменение сознания мы можем внести, чтобы стать ближе к этим принципам этого пространства? Включить сердце, отключить ум и включить сердце. Все, что говорит, это может сделать только человек, биоробот или биомасса, роботы, они этого сделать не сумеют. Это урок и опыт человека пытаться слушать свое сердце, а не ум. Ум, он говорит то, что матрице угодно, а сердце никакая система, никакая матрица не может тебе
говорить, что тебе чувствовать через чувства. Ограничивать, да? Мгм. Только сердце знает, что правильно. Если оно говорит что-то неправильно, значит, надо доверять. Потому включает всегда в наши дни страх через компьютер, через телевидение, через все связи, которые возможны для того, чтобы страх завладел сердцем. А когда сердце уже в страхе, тогда можно с умом делать абсолютно все, что угодно. А страха очень много. Джуля, как вот наше подключение в этом сеансе к этому пространству изменил наше определение слова «реальность»? А реальность, она меняется от взгляда смотрящего. Когда ты меняешь свой взгляд, свои ощущения, то, что у тебя внутри, меняется пространство вокруг тебя. И реальность — это иллюзия, которая меняется от твоего восприятия мира. Как только ты осознаешь, что все иллюзия, и ты начинаешь иначе смотреть на окружающий мир начинает с тобой играться по другим правилам. Хорошо, Джуля. А теперь на счете 3 отключаемся от того пространства. 1, 2, 3. На счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы были подключены. 1, 2, 3. Повышаем на счете 3 наши уровни энергии и вибрации до максимального значения для каждого из нас. 1, 2, 3. Сейчас я начну выводить тебя из этого состояния. Твое сознание и тело мягко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Я буду считать от 5 до 1, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясным, а тело легким и наполненным энергией. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, мысли четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем теле. 2. Ты почти полностью здесь, ощущаешь приятную свежесть в сознании. И 1. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, спокойной и наполненной сил. Сейчас сделай глубокий вдох и на выдохе открой глаза, полностью вернувшись в бодрое состояние. Как ты себя чувствуешь? Классно, хорошо, очень Полежи так, хорошо. полежи. Мгм. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памяти. От всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам продвигать наши исследования. Искренняя благодарность Джули, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие сеансы. До следующей встречи. Оставайтесь любознательным и открытым к тайнам, который может раскрыть наш разум. Желаю вам мира и внутренних открытий. До свидания. Всего хорошего.